Это просто бомба. В магазине такой торт не купишь, только в лучшей кондитерской. Прекрасный торт на любой праздник. Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить шоколадный торт с вишней. Торт готовится просто и легко, при этом получается невероятно вкусным, мягким, с насыщенным шоколадным вкусом и приятной кислинкой от вишни. Ингредиенты рассчитаны на торт диаметром 19 см, высотой 7 см и весом килограмм 700 граммов. Давайте приготовим. В чашу просеиваем 200 граммов или 10 столовых ложек без верха пшеничной муки. Шоколадный бисквит готовится очень быстро, поэтому не забудьте сразу включить духовку нагреваться до 165 градусов. 45 граммов или 4,5 столовые ложки без верха какао. 200 граммов или 10 столовых ложек без верха сахара. 3 грамма или пол чайной ложки соли. 8 граммов или 1 полную чайную ложку соды. Перемешиваем до однородного состояния. Выливаем 230 граммов или миллилитров молока комнатной температуры, 50 граммов или 5 столовых ложек растительного масла, 50 граммов растопленного сливочного масла. Добавляем 2 яйца. Хорошо перемешиваем все миксером до однородного состояния. Добавляем 12 граммов или 1 столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем до однородного состояния. Соберем тесто со стенки, перемешаем по дну. Вот такое тесто получается, оно легко стекает с лопатки. Я выпекаю в разъемной форме диаметром 19 см. Но форму я застелила пергаментной бумагой, бока формы ничем смазывать не надо. Выливаем тесто в форму и разравниваем. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 165 градусов духовку на 60-70 минут. У меня бисквит выпекался 65 минут. Время выпечки зависит от размера формы, в которой вы будете выпекать, и температуры в духовке. Друзья, я хочу порекомендовать вам кулинарный канал «Жить легко», который ведет очаровательная хозяйка Вера. На нем собраны видеорецепты несложных по-домашнему вкусных блюд. Все ролики имеют простые и понятные названия. Видео на канале доказывают, что хорошее настроение и желание вкусно накормить семью помогают жить по-настоящему легко. Переходите по ссылке в описании к этому видео, подписывайтесь на канал «Жить легко» и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Готовность пирога проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если она выходит сухая, без остатков мокрого теста, значит пирог готов. Вынимаем бисквит из духовки и даем ему остыть в форме минут 15-20. Далее аккуратно пройдем ножом по краю формы и освобождаем от формы. Перекладываем бисквит на решетку и даем ему остыть до комнатной температуры. У остывшего бисквита выравниваем верхушку. Если есть, срезаем сухие корочки. Далее срезаем шапку. Я прорезаю контур по краю ножом. В разрез вставляю нить и нитью разрезаю бисквит. Срезанной шапкой мы в конце накроем торт. Из нижнего бисквита аккуратно выберем всю мякоть. Для этого проведем ножом по окружности бисквита на расстоянии 1,5 см от края и ложкой выберем мякоть. Оставим бортики и дно толщиной примерно 1,5 см. Вот такая бисквитная корзинка должна получиться. Приготовим крем. Растопим в микроволновой печи или на водяной бане 100 граммов черного шоколада с содержанием какао 50%. Размешаем шоколад до однородного состояния и отставим в сторону. 300 граммов сливочного сыра. Сливочный сыр в данном рецепте можно заменить мягким пастообразным творогом. Ссылку, как самим приготовить такой творог, я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Забьем сливочный сыр до воздушного состояния. Добавляем 25 граммов или 2,5 столовые ложки без верха просеянного какао, 150 граммов сгущенного молока. Перемешиваем до однородного состояния, взбивать не надо. Добавляем 100 граммов растопленного шоколада. Перемешиваем до однородного состояния. Соберем крем со стенок, перемешаем по дну.
Примерно 2/3 от выбранного мякиша. Если вы взвешиваете на весах, то я взяла 200 граммов, измельчаем в крошку. Крошку высыпаем в крем. Перемешиваем, получается очень вкусная шоколадная масса. Откладываем 1 полную столовую ложку шоколадной массы. Ею мы потом обмажем бок торта. 130 граммов замороженной вишни без косточек высыпаем в шоколадную массу. Перемешиваем до однородного состояния. Можно брать и свежую вишню без косточек. Замороженную вишню заранее размораживать не надо. На тарелку выкладываем бисквитную корзинку. Устанавливаем разъемное кольцо и ацетатную пленку. Заполняем бисквитную корзинку шоколадной массой. Перекладываем всю шоколадную массу, равномерно разравнивая. Накрываем торт ранее срезанной шапкой. Корж слегка придавливаем. Приготовим шоколадную глазурь. К 50 граммам сливочного масла, для удобства я его нарезала кусочками, добавляем 50 граммов или миллилитров молока и 100 граммов измельченного черного шоколада с содержанием какао 50%. Нагреем все вместе в микроволновой печи или на водяной бане. Сливочное масло и шоколад должны растопиться. Перемешаем все вместе до однородного состояния. В шоколадную глазурь высыпаем 50 граммов измельченного обжаренного арахиса. Перемешиваем до однородного состояния. Арахис можно заменить любыми орехами, которые вы любите. Равномерно покроем торт глазурью. Убираем торт в холодильник, чтобы он пропитался и стабилизировался на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. Готовый торт освобождаем от формы и пленки. Бок формы обмазываем ранее отложенной шоколадной массой. Торт готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить. Готовится торт действительно просто и легко. Надеюсь, вам и вашим близким он непременно понравится. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.